Привет, меня зовут Марк, и это моя история. С детства я хотел быть популярным. И вот к чему это привело. Я учился в 9 классе в одной из самых престижных школ в городе. С деньгами у меня проблем не было, но не с популярностью в школе. Я был тихоней, и какая бы школа ни была, частная или обычная, если ты не популярный, то ты не в центре внимания. Я захотел изменить это. Как-то раз в школьном коридоре мы с моим другом Томасом увидели ребят из нашей футбольной команды. Высокие, накачанные, в больших крутых кофтах с нашивкой старшей школы. Я загорелся стать таким же. Томас сказал, что недавно он одолжил ручку их нападающему, Брэду, и тот пригласил его на вечеринку. Я обрадовался шансу потусоваться с крутыми ребятами. И мы решили, что обязательно пойдем туда. После школы дома я стал перебирать свой гардероб, но у меня были только костюмы, которые мне покупала мама. Я набрал Томаса и попросил его притащить свои вещи на вечеринку. Джинсы, футболка и кеды Томаса смотрелись на мне очень даже хорошо. Его родители не были такими радикальными, как мои. На вечеринке собралась вся наша школа. Мы сразу же слились с толпой. Танцевали, веселились, и я даже впервые заговорил с девчонками из нашей школы. С одной из них мы особенно подружились. Оказалось, это подруга одного из футболистов. Она предложила нас познакомить. Сначала мы, да и, наверное, они тоже, почувствовали неловкость. Но спустя время мы уже обсуждали наших учителей и одноклассников, много смеялись и просто болтали. Тот вечер мы провели с ребятами. Катались на машине, гуляли, меряли их спортивные кофты, забрасывали местные памятники туалетной бумагой и даже успели поиграть в футбол на стадионе. Я чувствовал себя превосходно. После вечеринки мы стали частью компании, тусовались вместе и часто собирались дома у Брэда. Но из-за шума его папа спровадил нас. Пришлось искать новое место. Я предложил, чтобы все собрались у меня. Ребятам эта идея понравилась. То, что нужно, подумал я. Какое-то время мы все тусовались у меня в подвале, и, кажись, наш шум не мешал моим родителям. Но в следующий раз все изменилось. Родители уехали к бабушке, а я пригласил ребят к себе домой. Мы играли в настолки и дурачились. Казалось, мы стали друзьями. Пару часов спустя я услышал, как к дому подъезжает машина. Дверь в подвал открылась, и вниз спустился злой отец. Увидев у себя в подвале кучу подростков, он стал кричать, чтобы все убирались вон. Я пытался сказать, что это мои новые друзья, но он не слушал. Он кричал на меня, а я кричал в ответ. Ребята, испугавшись такой заварушки, сразу же пошли на выход. А мой отец требовал, чтобы я прекратил с ними общаться. Да и этот шум из подвала их с мамой давно уже достал. Отец поставил условие. Либо я остаюсь дома, или могу катиться вслед за своими дружками. В порыве гнева я выбрал второе. Выбежав из дома, я вернулся к ребятам и ничего не сказал о ссоре с отцом. Мы поехали в центр города. Настроения не было. Ребята, как всегда, говорили о футболе, а я лишь думал об отце. Мне было обидно, что он даже не выслушал меня. Сразу так категорично отреагировал. Стало темно, и ребята расходились по домам. Я попросился у одного из них переночевать, но он отказал. Да и все остальные были против. Тогда я подошел к Томасу и попросился остаться у него на пару дней. Футболисты перестали общаться со мной и Томасом. Это было странно. Их спугнуло то, что я попросил у них помощи. Кажись, мы не были друзьями. Посмотрев на этих ребят со стороны, я понял, что они крутые только снаружи. Их одежда, внешний вид, волосы, мышцы. Но на самом-то деле это лишь оболочка. Другое дело Томас, который встал на мою сторону в трудную минуту. Я не мог больше оставаться у Томаса. Его родители стали бы что-то подозревать. Я слонялся пару часов по улице. Как только мне это надоело, решил вернуться домой. Я постучал. На пороге стояла мама, которая бросилась меня обнимать и сразу же позвала отца. Отец обнял меня, расплакался и просил меня больше никогда не уходить. Вот так вот мы помирились с родителями. Я понял, что популярность, конечно, крутая штука, но верные друзья и родители мне дороже. Расскажи, было ли у тебя такое и сталкивался ли ты с чем-то подобным?